Добрый день. Сегодня мы поговорим о еще одной форме диалога, в котором больше функций, он наиболее интересный, и уже на его базе можно создавать практически любые приложения, ну и удалять из него ненужные. Вот, используя его как шаблон, можно удалять из него ненужные, неиспользуемые функции, возможности, да, добавлять туда элементы и строить уже по-настоящему большие полезные программы. В большинстве случаев этого просто сразу достаточно. Давайте я сейчас его покажу. Это вот такой вот диалог. Здесь мы видим несколько страниц диалога, которые мы можем заполнять. Здесь есть таблица, которая фильтруется по колонкам, сортируется по колонкам. Видите, я нажимаю, и она у нас фильтруется. Что здесь? Здесь список элементов приблизительно, просто для примера созданный. Соответственно, мы можем фильтровать, не только упорядочивать. Вот по заголовку я щелкаю, видите, вот эта таблица упорядочивается. Могу щелкнуть на определенном поле, потом щелкнуть на в то место, которое находится над заголовком, и у меня высвечивается окошко, где я могу задать фрагмент этого содержимого, по которому будет отсортирован, не отсортирован, даже отфильтрован список. Я могу нажать кнопку «Выделить все эти элементы, оставшиеся в проекте», все оставшиеся, которые здесь были отфильтрованы, показать их в проекте, либо показать какой-то один элемент. Вот таким вот образом. Здесь это не сама балка, а часть балки, поэтому она так не показывается как отдельная часть. Я могу нажатием на полосочке разделительной полосе обнулить все позиции фильтра, ну или выбрать для фильтрации какой-то один, например, тип, ну или еще то, что располагается, например, имеет элемент ID тройку, например. Ну вот, пожалуйста. Вот так, да. Теперь, да, есть тот элемент загрузка, кнопочка, которая отрабатывает и загружает нам все элементы. Я покажу, где это делается. Есть строка поиска. Так, которая точно так же автоматически отрабатывает. Эта строка поиска может переключаться в разные режимы поиска. Здесь же мы можем для определенного элемента вызвать ViewMaster, посмотреть на его свойства. Вот. И вот на этот, например. Два элемента, которые мы можем там сравнивать. Прямо отсюда. Это для примера, как вызывать ViewMaster для определенного конкретного элемента в своей программе. Это уже более интересно, то есть вы уже можете просто взять, сгенерировать себе такую программу в генераторе программ и уже что-то поиграться каким-то образом, так, чтобы было интересно. Да, здесь есть поле, на котором мы показываем, тоже я покажу, как вот этот вот слайдер перемещается, как он организуется. Он очень просто делается, сразу хочу предупредить, ничего тут совершенно, буквально одна строка. Одной строкой это то есть сам создается слайдер и привязывается к элементам.
Соответственно, видите, правильно растягивается туда-сюда. Полоска процентов работает. Ну, давайте познакомимся, как эта штука из чего создана. Вебмастер я оставлю на экране, он запускается, напоминаю, Ctrl-Shift-9, Shift-F9 из любой программы. LAPP в данном случае из программы LAPP Автомат. Вот здесь мы и поработаем сейчас. Я перехожу в код программы, и мы начнем по ходу. Буду объяснять, рассказывать, где что располагается, что за что отвечает. Значит, как этим пользоваться? Вы можете скачать LAPP Автомат, запустить у себя. Я напоминаю, запустить у себя, установить, запустить. Программисты вообще могут, ну, то есть для ознакомления вообще без проблем. Можете поставить у себя эту программу, запустить генератор программы вот таким вот образом. Это LAPP Viewmaster, он вызывается через Ctrl-Shift-F9, напоминаю. И вот здесь есть генератор программного кода. Как только мы сюда попали, вот это место, немодальный диалог, и вот этот, где генерируется вот этот вот шаблон для вот такого вот диалога. Нажимаем генерировать. Здесь я для того, чтобы сгенерировать этот диалог, я сделал вот так. Осталось только значок подчеркивания. Для чего это нужно? Для того, чтобы если вы хотите сделать себе два диалога, которые в программе, которые бы друг от друга были совершенно отличались, со всеми его начинками внутри, то можно здесь поставить один, а второй сгенерировать с номером 2, например. Или, ну, как угодно. Тут уже догадаетесь, как это использовать себе на пользу. Но если здесь вообще ничего не ставить, то будет просто без подчеркивания все сгенерируемые переменные в этом диалоге, который мы получаем на выходе, они будут просто со знаком подчеркивания. Ну, я поставил, например, вот оставил знак подчеркивания. И сейчас мы на этом поработаем. Вот он создался у нас. Текст. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот они, знаки подчеркивания. Идем прямо с самого начала программы. Первоначально мы идем, у нас идет объявление переменных. Это уже сразу сгенерированный код, вам ничего здесь делать не надо. Он приходит у нас из программы генератора программ LAPP. Здесь пошла функция создать палитру диалога. Раз. Сейчас по функциям пробежимся. Обновление листбокса. Zoom это то, где это тот код, который отвечает за позиционирование элемента, за показ элемента, чтобы в случае необходимости, там, где нам надо, это та команда, которая будет в проекте находить нужный элемент и показывать его нам на, ну, как бы зумировать его, да. Вот. И кроме этого, может эта функция запускается с ключом, с аргументом all. Это все показывать элементы, которые здесь в таблице остались у нас, либо показать только выбранный элемент. Дальше пошли реакции на события. Это реакция на клик в области фильтр header. Сейчас я покажу, где это. Фильтр header это особый элемент. Вот этот элемент управления, он сгенерирован, создан специально для того, чтобы в диалогах можно было в листбоксах фильтровать элементы.
фильтровать таблицы и отображать их. И вот по клику, кликая на этом элементе, мы получаем определенную возможность обрабатывать это событие. Так вот, это событие у нас обрабатывается вот здесь. Эта функция вызывается, когда мы кликнули на поле, где я сейчас только что показал. Здесь это событие клик на листбоксе. Здесь клик на заголовке листбокса. В одной из колонок, на заголовке одного из колонок. Ну, то есть, в целом, если только на заголовках что-то кликнулось, то программа отрабатывает эту функцию, процедуру. Чтобы именно эта процедура отрабатывалась, при создании этого элемента listbox мы привязываем к листбоксу, к нашему вновь созданному, вот эту функцию. И тогда программа сама понимает, что нужно при клике на заголовке колонки вызвать вот эту программу, под программу. Теперь listbox двойной щелчок, listbox изменение выбора, selection changed, это когда синяя полоска выбирается, изменяется положение синей полоски, ну, в выбранной строке. И кнопочка, когда нажимается кнопка, обычная кнопка. Вот. Теперь есть две функции, которые отвечают за выполнение неких процедур. Одна из них — это вызов биммастера для текущего элемента. Это вот эта кнопка с козырьком. Если мы сейчас закроем его, то он нам должен, по идее, вызвать. Ну да, конечно, надо сначала выбрать какой-то элемент, а потом уже жать эту кнопочку. И она, вот видите, просто так устроена, что ей при вызове этой процедуры, этого биммастера, мы задали так, чтобы он вызывался сразу и показывал для конкретного элемента информацию. И кнопка загрузки. Вот эта кнопка. То есть не кнопка, а это обработчик события. Даже нет, это не обработчик события. Обработчик события вот. А эта функция, которая в обработчике событий, мы задали, что когда у нас кнопка вот эта вот нажата, то мы выполняем функцию load. Вот видите, такая простая, собственно, конструкция. Все предельно просто, если немножечко просто посмотреть, чуть-чуть посмотреть на это, и сразу будет понятно, как это все работает. Код на самом деле очень маленький. Все в основном делается внутри. Вот. И сейчас мы пробежимся по функционалу. Пошла функция main. Это самая главная функция, которая запускается с самого начала. Вот здесь у нас идет объявление переменных. Здесь идет это переменные, глобальные переменные. Они почему глобальные нам требуются? Потому что между функциями видимость этих переменных очень удобно, чтобы из одной функции мы могли понимать, с чем мы работаем, и обращаться к этим же переменным в другой функции. Например, listbox — это дескриптор listbox, то есть фактически чтобы мы понимали, какому, если там несколько листбоксов, например, чтобы мы понимали, о каком листбоксе идет речь, когда мы что-то хотим модифицировать или дописать, или считать данные, то мы обращаемся, например, по вот этому вот этой переменной listbox. Если их несколько, ну будет, я говорю, D1, D2 там, или 1,
два. Как нам понравится, так мы их и организуем и назовем. Вот. Ну и поехали. Что у нас здесь находится? Мы объявляем переменную для возвращения результатов выполнения каких-то функций. Дальше создаем объект типа tsTable. Это таблица для фильтра. Очень удобная штука. Я покажу, как этим пользоваться. Это для фильтрации из одной таблицы в другую. Мы с вами сначала, как это все работает, сначала, чтобы получить список в листбоксе, список элементов, вот этот вот, сейчас покажу, вот этот вот список элементов, мы сначала берем, загружаем по команде load, загружаем сначала один какой-то по модельному фильтру. Сейчас я тоже покажу, где он сделан. Тоже, собственно, все, что у нас есть, я уже перечислил. Модельный фильтр. Это тоже таблица. В соответствии с этой таблицей мы загружаем список элементов. Этот список элементов мы проходим по нему в цикле и загружаем для этого списка, из этого списка все элементы в таблицу, в общую главную таблицу, и собираем туда основные данные: элемент ID, номер и название этажа, и тип элемента, и так называемый GUID. GUID — это уникальный код, который присвоен этому элементу. И когда мы вызываем какое-то выполнение каких-то действий, то нам необходимо подставить туда GUID элемента. Тогда программа будет понимать, что это нужно сделать именно с этим элементом, а не с каким-то другим. Кроме всего прочего, GUID — это, ну, вообще, что это такое? Это такая, по-человечески, если на нее посмотреть, да, это даже читаемая вещь, хотя на самом деле это кодировка, но код, но он достаточно простой, текстовый тоже, и у него есть, их можно различать по этому GUID, эти элементы, тем, что по последним нескольким символам, сейчас я покажу, на что похож. Да, вот он здесь GUID перечислен, показан. Он для каждого элемента разный, видите, свой. И здесь их можно вот брать 4 последних, по крайней мере, и уже вы не ошибетесь, когда будете сравнивать один элемент с другим, чтобы понять тот или иной элемент, кроме GUID. Вот. Дальше. Ну, то есть мы собираем, еще раз, сначала мы берем список, загружаем из проекта список элементов в внутренний список программы. Первый, второй, или там от 1 до 10. Их может быть больше, но нам 10 хватает. Потом из этого списка мы создаем таблицу, а потом эту таблицу с ней работаем, показываем, отбираем из нее в другую таблицу данные, чтобы показать на листбоксе. И вот эти все манипуляции мы производим уже, обращаясь к таблице, из нее, для нее формируем для этой таблицы фильтр, и по этому фильтру у нас формируется таблица отфильтрованная. И она уже показывается в поле листбокса. Это очень просто. Сейчас я покажу. Очень универсальное средство. Удобное. Его можно прямо благодаря такому решению можно прямо клепать программу очень быстро и удобно.
Давайте сейчас посмотрим. Вот мы создали таблицу фильтра. Это та таблица, тоже фильтр, он представляет себе такую же точно таблицу, только со своей структурой. Структура простая. Ну, структура, то есть набор колонок, какие там присутствуют. Какие там есть скобки, да, вот есть слева там название параметра, справа тоже скобки там или там что-то вот в этом духе. И какой у них идет какая операция. В таблице может быть несколько строк, да, ну, сделано по типу вот как вот это вот. Сейчас вот как в Архикаде вот эта вот штука. Тип элемент совпадает, не совпадает, там добавить вот это вот. Вот это вот дело, ну, вот что-то похожее. Так. Дальше. Ну, правда, не самый удобный, не самый правильный пример. Я бы даже привел, наверное, вот этот вот элементы. Это интерактивный каталог. Вот когда мы параметры схемы настраиваем и добавляем критерии, да. Вот, здесь у нас скобки, элемент, не совпадает, совпадает. Ну, задумано это у меня было достаточно давно, поэтому оно родилось несколько раньше, чем этот вот интерактивный каталог был создан. Вот, еще в калькуляторе я пытался дело реализовывать. Вот, теперь вот дошли руки. Теперь поехали дальше. Смотрим, что у нас. Это вот таблица фильтра, что она себя представляет. Это таблица это фильтр из одной таблицы в другую. Из таблицы элементов в таблицу, где у нас отобраны будут элементы, данные об элементах. И в таблицу, где будет отфильтрованные данные. Отфильтрованная таблица. Вот так вот это вот table filtered. Она будет иметь точно такую же структуру, как просто таблица. Вот мы создали одну таблицу для того, чтобы там размещать данные white элемента, индекс этажа и название этажа, ID элемента и тип элемента. Вот такая простая таблица. При необходимости можем тут допилить много-много чего, дописать свойств элемента. Вот, если нам надо поработать с элементами. Если мы генерируем программу для того, чтобы работать с элементами. То есть отсюда можно удалять, добавлять запись. Это номер колонки. Это имя, собственно, таблицы. Это white таблицы. Это тип данных. Это название колонки. Теперь создаем следующую таблицу, которая будет работать на базе iTable filtered. И импортируем все колонки, все настройки колонок из iTable в iTable filter. Таким образом мы получили две одинаковых таблицы. Они, собственно, будут вот в паре работать. Еще раз говорю, из этой iTable при помощи таблицы Table Filter мы будем получать таблицу iTable Filter. Все предельно просто. Вот эта конструкция нам позволит смаппировать, как говорят, колонки таблицы iTable Filter перед тем, как сделать экспорт содержимого этой таблицы в листбокс. Мы здесь можем поменять местами колонки, назвать их по-другому. Ну вот, я так сделал, что она просто... Здесь у нас получается, мы перечислили только 3 колонки. Для пользователя мы убрали здесь необходимость показывать white и индекс этажа, потому что индекс этажа не всегда совпадает с его номером. Это мы помним.
индекс этажа в архикаде внутри. Это не номер этажа. Вот, теперь это вот мы создали фильтр, таблицу. Так, это я покажу потом, как произвести изменения здесь, как сделать так, чтобы показывались и еще и другие колонки. Ну, это, собственно, тут можно поиграться уже, вам будет самим интересно это сделать. Следующая функция — это Create Dialog Palette. Здесь создается, собственно говоря, палитра диалога. Все кнопки, все эти самые, все листбоксы. И первоначальный refresh listbox by column фильтр. Что здесь? Эта функция просто обновляет содержимое листбокса первоначально. То есть делает загрузку из пустой таблицы, только структуру таблицы загоняет в листбокс. Здесь у нас это примерно будет выглядеть вот так, что сейчас я покажу. Вот она, пустая таблица. И вот это первое, что увидит пользователь в листбоксе. То есть он ничего не увидит. Это пустая колонка. То есть пустые колонки, пустая таблица. Лишь когда мы нажимаем кнопку Load, то происходит следующее. Берем button clicked. И вот он, load. Показываем, где он. Вот он, да. Смотрим. Progress bar. Это у нас задаем значение единички. Но можем этого не делать. Потом показать это. Начинать вот с этой позиции. Это устанавливаем максимальные значения. Progress bar — это зеленая бегущая строка, которая показывает процент выполнения. Таблица модельный фильтр — это та таблица, тот фильтр, который нам необходим для того, чтобы получить данные из проекта. Смотрите, что там находится. Мы ее сформировали и сформировали у нее структуру таблицы, да? Теперь сейчас мы ее посмотрим, что у нас там, что мы можем посмотреть среди объектов. Вот она, собственно, эта таблица есть. Вот почему я обращаюсь сюда. BeamMaster позволяет посмотреть у нас внутренние свойства элементов. Вот. Здесь эта таблица, которую мы рассматриваем, это диалог, который мы рассматриваем, видите, у него приставка такая длинная. Ну, просто так получилось, что я при прошлой генерации создавал вот с таким длинным хвостом. Теперь у нас пока что ничего там нет. Но структуру я сейчас вот так вот сделал. И вы увидите, чем она будет, что у нас там получится. Table filtered. Вот, например. Model фильтр. Она у нас пустая. Почему Model фильтр пустая? Потому что она у нас закомментирована, я ей просто не пользуюсь. Но оставил эту запись для того, чтобы мы могли с вами было где ее задействовать. Например, если сейчас что происходит, мы из проекта выбираем элементы. Вот этой функции Load Element List мы
Добираем все типы элементов в первый список. Это в документации есть, посмотрите. С, э, с флажками, которые дают состояние двойку. Там тоже все описано, как это делать. Там есть только видимые элементы, только принадлежащие определенному слою, или только те, которые нам доступны для редактирования, или те, которые редактируются и находятся на определенном слое. То есть очень много разных сочетаний. Вот. И используем при этом фильтрующую таблицу, которую видим выше. Если я здесь раскомментирую, то вот эта строка начнет работать. Больше того, мы можем здесь напихать еще много таких же строк подряд, с тем, чтобы добавить к фильтрующей таблице записи, с тем, чтобы у нее было больше условий со скобками, со всеми делами. Вот. Но в данный момент, вот здесь, например, это classification archicad присвоено. Ну, присвоено что-нибудь. И тогда она будет работать только для загрузки только элементов, которые имеют классификацию архикад. Или там по какому-то значению. Но факт тот, что здесь ошибки нет, здесь логика просто такая, что я ее осознанно не задействую, эту таблицу, потому что поскольку здесь вы сами можете поиграть, как ее использовать. Нас интересует сейчас другая ситуация, и сейчас до нее дойдем. Итак, мы загружаем. Сначала мы загрузили из проекта список элементов просто. Он очень быстро формируется внутри программы. Нам об этом даже знать не надо, где он формируется и как. Мы понимаем, что просто это список номер 1. Все. Считываем количество элементов, сколько у нас значение этого, собственно, количества, определяем количество этих элементов в списке 1. Сейчас я покажу, где это мы видим. Вот списки. Список 1 у нас пустой, да? Вот. Сейчас. Ну, на данный момент нам это не очень интересно. Сейчас вернемся. Нам показывает программа, сколько возвращает, сколько элементов у нас было считано. Очищаем первоначальную таблицу, содержимое clear rows, но структура остается. Структура таблицы, которую мы создаем. Вот здесь она вот создана, это структура таблицы, где какие колонки, какого типа. Но мы убираем лишь все записи в ней, все строки. Устанавливаем для прогресс-бара, для бегущей строки, этой зеленой дорожки, процентов, максимальное количество элементов, количество позиций и ступенек, как бы, да. И этим ограничиваем наш цикл. Цикл пойдет от 0 до n-1. Поехали. Забираем сначала устанавливаем первый элемент из внутреннего списка 1. Это очень простая команда, вы не привыкнете. Здесь быстро. Зато все работает очень быстро и без сучка, без задоринки. Дальше считываем тип элемента. Не типа, а считываем значение из элемента. Это генезис EP, это пользовательский параметр, там тоже перечислено все. Называется ID, пользовательский параметр. И считываем его из памяти. Это будет уже оттуда, откуда мы его получили, как строковое число, переменную. В переменную SID, как строку. Дальше у нас пошел GuideAsText. Сейчас покажу, где это GuideAsText.
White as text. White as text. Вот он. Это свойство элемента, которое мы считываем из текущего элемента, который сейчас мы в данной вот позиции в цикле считываем из текущего элемента. Текущий элемент, повторяю, вот здесь устанавливается. То есть у нас есть список из номер 1 из какого-то количества элементов. И здесь у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5 в цикле побежало вот это вот мы обрабатываем. А потом, как только установили текущий определенный элемент, мы из него вот это все считали. Понятно. Да, здесь glide as text, то, что нам нужно для того, чтобы потом обратиться к его информации, этого более чем достаточно для того, чтобы конкретно именно с этим элементом работать и менять у него данные, в общем, все что угодно. И по индексу считываем индекс с этажа, на котором находится элемент, и потом по этому индексу определяем название этажа и записываем в таблицу, первую таблицу, добавляем строку и все это дело загоняем в колонки. Вот мы в переменной записали s-type-name, и вот s-type-name у нас поехала в element-type, в содержимое колонки element-type. Add-row добавляет строку в конец таблицы. Это вот такое забавное выражение, но приросло. Здесь фильтр показать определение. Уже получив таблицу, мы можем ее уже показать в листбоксе. А последний у нас вызов оператора в этой функции, это мы прогресс-бар ставим в состояние 0. То есть у нас зеленая строка добежала, мы ее обнуляем, чтобы нам не мешало. Что происходит в листбоксе? Refresh. Смотрим. Вот она, эта функция. Тоже предельно простая, состоит из буквально нескольких строк. Мы берем нашу таблицу, в которую мы отфильтруем все данные, которые мы теперь должны пользователю показать. То есть то, что мы загрузили, это одно. Но мы хотим показать только то, что ему надо, да, то, что, как он там отфильтровал себе. Ну, первоначально, когда идет загрузка таблицы, конечно, это не так важно. А когда он уже создаст фильтрующую композицию, вот там мы уже посмотрим, что ему показывает, что нет. И обнулим не только эту отфильтрованную таблицу, но и multiline edit. Это поле, которое находится вот здесь. Это вот это вот поле. Здесь у нас сейчас я покажу здесь, о чем речь идет. Вот сама таблица, я уже говорил, она у нас, это вот эта таблица. В ней, смотрите, сколько записей много, да? А потом, когда мы ее хотим отфильтровать, она вот фильтр, она такая же. А когда мы ее хотим... И таблица фильтрации у нас тоже пустая. А когда мы хотим отфильтровать ее по... Например, сейчас... Вот по ID, например. Вот у нас всего два элемента здесь. Смотрите, что получается. Вот здесь таблицы много, а здесь вот мало. То есть, собственно, мы отфильтрованную таблицу показали только
Вот это закинули вот сюда. Все. А таблица фильтрации, вот она. Это у нас третья колонка, содержит TS4. Здесь не пугайтесь, здесь вот это вот число, это просто для удобства сделано, чтобы программа понимала, что мы используем не текст, не число, а текст, текстовое значение. Здесь записано минимальное допустимое значение для типа real. Вот. Если у нас здесь добавится еще что-то, например, вот я сейчас вот сюда добавлю all type. Оп. Смотрите, здесь у нас появилось две строки. Видите, как красиво. Колонка 3, колонка 4. Колонка 3 у нас содержит TS4, колонка 4 содержит wall type. Вот. Почему здесь не совпадает? Здесь может быть вот она wall type, например, это четвертая колонка. Потому что вы помните, да, у нас она смапирована. Функции, то есть само по факту у нас сама таблица у нее третий и четвертый, вот третий элемент, вот четвертый элемент, колонка, мы по ним фильтруем, а показываем мы на экране немножко другое, вот, поэтому у нас все работает железно. Вот, идем дальше. Здесь мы это дело очищаем, записываем пустое значение. Здесь мы получаем истинный номер колонки и вот, собственно говоря, формируем эту запись. Добавить, это команда добавить строку в фильтрующую таблицу. То, где я вам показывал, вот. Здесь у нас 4, например, содержит TS4. Вот это вот место. Вот эту мы таблицу формируем прямо здесь. Итак, поехали дальше. То есть мы сформировали фильтрующую таблицу. Потом в таблице фильтра от фильтра обнулили, но только оставили обозначение, структуру таблицы, колонки там и все. И добавили следующие записью, добавили из table filter, не table filter, из iTable, из общей таблицы, вот из этой таблицы. Их записи, видите, много. В эту отфильтрованную таблицу добавили только те записи, сказали, что программа внутри у нас обработала так, чтобы из этой таблицы большой, длинной, мы получили в отфильтрованную таблицу только те записи, которые удовлетворяют условиям вот этого фильтра, который мы нашинковали в процессе обработки нашей ситуации. Мы получили эти данные из данные для фильтрации мы получили из вот такого элемента, мы в цикле проходили, из такого элемента, как вот этот вот элемент, который на таблице находится. Видите, вот там
с wall-type, TS4, это этот элемент просто содержит данные под каждую колонку. Соответственно, и впихнули туда нужное место, если sttext для текущей, для смапированных колонок, вот, для смапированной колонки будет у нас, то здесь мы перебираем все колонки. Спросили, сколько смапированных колонок у таблицы filtered. И она нам сказала, допустим, там сколько у нас там 4 или 5 этих колонок. Перебрали эти колонки, спросили реальное значение этой колонки и запихнули. Здесь у нас произошло преобразование. Как раз реальный номер колонки. Не первый, второй по следованию в листбоксе, а первый, третий, четвертый, потому что мы считаем, как они в колонке идут. Но это как бы лирика, это понятно. Вот. Мы добавили все записи. Вот фильтрация произошла вот таким вот одной такой записью. Это у нас индекс колонки, которая является сортированной. Делаем сортировку отфильтрованной таблицы по этому номеру колонки и загоняем все содержимое последней записью, содержимое отфильтрованной таблицы в листбокс. Все, на этом наше обновление закончилось. Вот такой короткой функции мы сделали очень много. Вот так у нас обновились данные. Теперь это мы с вами обговорили, это обговорили. Давайте вернемся к тому, как мы создаем диалог. Нет, давайте лучше просто сейчас возьмем и покажем, как мы с вами выделяем все элементы. Вот у нас кнопка Select All или двойным щелчком. Двойным щелчком мы одно показываем. Вот. Там, видите, он отобразилось. Либо мы выбираем все элементы, которые остались после фильтрации у нас. Здесь два элемента. Функция вызывается zoom. Мы уже обратили на нее внимание. С аргументом all, истина или в истине, или нет. Опять же, тут абсолютно короткие записи. Смотрим в таблице, отфильтрованной таблице, сколько записей. Перебираем их по памяти и загоняем в лист, в список другой. Список номер 2 в данном случае. Здесь очищаем список номер 2, внутренний список элементов. Пробегаем его в цикле. В таблице выбираем, пробегаем таблицу. Таблицу Select Row от нуля до конца таблицы. Видите, мы сначала считали, сколько элементов в таблице, а потом уже взяли и пробежали от 0 до n-1 по этой таблице. И если у нас мы 0 загнали, то если мы имеем первую позицию в этой таблице, первый элемент, то нас интересует номер этажа. Почему так сделано? Потому что на самом деле элемент могут находиться на разных этажах. И когда мы обрабатываем все оставшиеся в списке, может так оказаться, что те, которые элементы остались в списке, они находятся на разных этажах на самом деле. И нам хоть какой-нибудь этаж нужен, просто программа сама тогда поймет, что показывать. Если сделано это в 3D, то в окне 3D, то программа покажет все, соответственно, элементы. Их не надо там переходить с этажа на этаж.
Вот. В отличие от этого, другая позиция, другой вариант. Когда у нас мы показываем только текущий элемент, вот, обращаясь к этой функции, мы выбираем, определяем выбранную строку в листбоксе и выбираем отфильтрованные таблицы, выбираем номер строки, определяем этот номер строки, позиционируем внутренний курсор в таблице. Обратите внимание, что у листбокса у него единичка, то есть первая строка это единичка, а у таблицы это 0. Индекс начинается от 0 до n-1, а в листбоксе от единицы до n. Вот. Считываем в таблице Guide элемента. Считываем floor индекс. Можно было одной строкой написать, но неважно. И для обращения мы создаем еще внутренний объект типа Guide. Конвертируем его из строки из Guide. Там сейчас можно по-другому делать, но это тоже работает. Еще проще. Теперь set current element from desk. Ставим внутри программы наши, делаем текущим элемент, над которым будем работать, этот текущий Guide, и сохраняем его в списке номер 2. Вот он. Загоняем в конец списка. Теперь удаляем объект типа iGuide, типа IC элемент Guide. Это наш с вами внутренний объект, который мы создали до того, как все это дело провернуть. Удаляем его из памяти. И при помощи вот этой функции выполняем подготовку для зумирования этого элемента. Показываем номер списка. Их там может быть много элементов в списке. Но мы вот так, у нас такая функция, которая позволяет нам, будь там один элемент, она один покажет, спозиционирует. Будет там 10 элементов. Ну, то сколько там есть, вот, столько мы и зумируем. И индекс этажа. Все. Функция закончилась. Вот это зумирование на этом закончилось. Оно прекрасно нам отрабатывает. Вот вся ситуация по этому зумированию. Дальше сейчас побежим по... да, сразу давайте просто сделаем. У нас есть с вами строка поиска. Есть строка поиска. Как она работает и как она подключена, чтобы вы сразу понимали, насколько просто это все организуется. Вот эти все заморочки, все, казалось бы, такие красивые вещи, которые здесь видите, все эти отзывы на отклики, на нажатие мыши, все это дело скрыто от нас, оно не нужно, оно работает само. Мы только создали вот это вот поле для редактирования и разместили его в нужном месте и создали еще один элемент, это вверх и вниз, вот этот вот кнопочку. А все остальное, и одной кнопкой привязали его к листбоксу, и все остальное работает само. Сейчас я покажу, где это работает сразу. У нас есть функция создать диалог, палитру диалога. Она тоже коротенькая. Ну, здесь больше текста, чем там. Вот мы создаем сначала диалог. Это сначала объект типа диалог, потом инициируем его как палитру. Это плавающий диалог, помните, да, из предыдущих видео. Теперь считываем клиентскую ширину и высоту.
Устанавливаем его как main панель. Это означает, напоминаю, что все закрываться будет с закрытием этого диалога. Если мы что-то будем открывать другое, будет закрыто вместе с ним. И нам не надо возиться, чтобы и пользователю возиться, чтобы закрывать все остальное. Сколько мы не создали диалогов под этим, из этого диалога, еще где-то, то они все закроются вместе с этим диалогом. Set титул — это установить заголовок. Создаем такую штуковину, такой элемент управления, который позволяет нам организовывать лепестки. Это Normal Tab. Это вот эта вот штука переключается. Значит, дальше поехали. Normal Tab. В этом Normal Tab мы сначала создаем объект Normal Tab, потом инициируем его как Normal Tab. Размещается он на iDialog и задаем ему координаты: левый, верхний, ширина, высота. Потом задаем его отклик на перемещение, на изменение размеров панели, на которой он находится. Левый, верхний у нас остается в случае, если мы изменяем панель, а правый нижний будет сдвигаться вместе с уголком, без изменения размера. Добавляем туда позиции, их там 3. Вы помните, да, page 1, page 2, page 3. Устанавливаем им название. Считываем у Normal Tab уже не у самого диалога, а у Normal Tab этого. Считываем ширину и высоту и создаем внутри элементы Tab Page. Вот они здесь прописаны. И точно так же устанавливаем, привязываем их размеры к изменению самого Normal Tab. То есть у нас и Normal Tab изменяется, но он тут не так важно. Здесь важно, чтобы панель у нас следовала, каждая панель, которая находится на страничках Normal Tab, она изменялась в размерах. Вот. И задано это точно так же. Дальше у нас пошел Tab Page 2. Это мы определяем ширину и высоту. Они одинаковые, собственно говоря, у нас Tab Page. Поэтому без разницы, с какой считывать. Создаем диалог Ctrl. Это у нас Listbox Filter Header. Это вот эта вот штука. Вот это вот, где синенько отражается. Дальше инициируем его как LB фильтр Header. Находится он на Tab Page 1. Располагаем его там. И задаем ему левый верхний 0,0. Ширину задаем в соответствии с полной шириной Tab Page. И высоту 18 нам достаточно. Привязываем к реакции на события. Мы говорим, что когда будет вот такое событие, когда на нем будет кликнуто, то вызвать функцию вот эту. Где она у нас? Она у нас чуть ниже. Вот здесь. Вот она. Что будет происходить поэтому на этом этапе? Значит, если у нас здесь мы проверяем, если это имя обращаемого объекта вот такое, сюда к одной функции может обращаться любое количество таких элементов. Вот, но нам, собственно, на один, ну и ладно. Вот. Мы спрашиваем, где у него XY находится.
И спрашиваем, какой индекс у нас, какой был индекс нажат. Ну, здесь вот в данном случае я просто оставил маус положение мыши, потому что иногда бывает полезно знать, где он находится. Но оно, собственно говоря, нам не очень-то и важно. Здесь нам сам элемент сам отдает. Обращаясь к нему, к этому элементу, называем вызовом getIndex, он нам отдает индекс той колонки, из которой произошел клик. Либо это -1. Если -1, это означает, что пользователь щелкнул прямо на полосочке разделительной, либо за пределами листбокса, где-то вот здесь вот, за пределами заголовка колонки. Соответственно, при этом, когда это будет -1, мы можем взять и обнулить все фильтры сразу. Вот у нас функция отрабатывает listbox clear, listbox фильтр header. Так как они уже связаны, мы еще не дошли до того, чтобы их связать, там, где при создании диалога, я сейчас покажу, то здесь мы уже вызываем функцию, инструкцию, чтобы обнулить для листбокса все вот эти фильтры. Вот. Если же и уйти отсюда, если все у нас устроило, если бы это был -1. Вот сейчас я реакцию покажу. Вот она реакция. Все, обнулилось. Полностью все обнулилось. Теперь получилось следующее. Если это не -1, если это не -1, то мы определяем по номеру выбранной, где кликнул человек, на какой колонке. И, соответственно, если там есть текст, то этот текст мы загоняем, добавляем даем ему возможность отредактировать его, этот текст. И при нажатии ОК устанавливаем в определенную позицию этого листбокса, в фильтрующую позицию для вот этого LB фильтра текст header. И затем обновляем. Вы уже помните, да, вот это мы и фильтрация, и сортировка уже автоматически происходит вот в этой функции. Все, на этом работа этого обработчика событий завершена. Собственно, что у нас произошло здесь? Это вот мы нажали вот сюда. Видите, что получилось? Она подставила ранее значение, которое кликнуто было при клике, было закинуто в буфер. Я сейчас тоже покажу, где это в буфер было закинуто. А нам осталось только нажать кнопку, и она, программа, вот в этом месте закидывает данные в листбокс. А уже листбокс header сам отображает данные, забирая его из листбокса. Надо понимать, что мы записываем не в header, а в листбокс. Вот так вот. Теперь едем дальше. Мы остановились на создании диалога. То есть диалог мы листбокс фильтр header создали и задали реакцию на событие и задали его поведение при изменении размеров того поля, где он находится, куда он привязан, а именно top-page. Значит, мы ему задали так, чтобы он при изменении размера top-page изменял только ширину, а высоту не изменял. Вот. Почему это важно? Потому что нам не надо, чтобы он растягивался при увеличении вниз, при сдвижении вниз, чтобы он растягивался по высоте. Вот. Следующий момент. Создаем сам листбокс. Как его создавать, мы уже с вами говорили. Как у него обрабатывается, как у него назначаются события, тоже говорили.
Вот. Дабл-клик, единственное, что у нас тоже там достаточно простая процедура, вызывает этот дабл-клик, вызывает зум с текущей позиции. Тоже это, я думаю, что вы разберетесь. Если что, ну, пишите, я расскажу. Вот. И что нам требуется еще, это реакция на то, как нажимаем мы на кнопочку вверху, вот здесь. Это очень хитрая такая штука. Вот, нажали и смотрим, куда мы попадаем. Event Reaction. Вот здесь, вот это. Где у нас оно работает? Вот эта функция. Если это листбокс вот такой, то мы проверяем, был ли выбран элемент, строка. Если нет, то уходим. Вот. При этом мы уточняем, конвертируем полученные данные, полученные то есть вот этой функцией мы с вами считываем не строку, не номер строки, а считываем ту колонку, на которой был нажата кнопка на заголовке. Теперь этот номер колонки, он идет от единицы до n в листбоксе, а нам нужно в таблице отфильтрованной вот этой нашей считать, получить реальную номер колонки, который у нас показывается в этой колонке листбокс. Вот это такая строка, конвертация одной строкой делается. Теперь, если это не -1, то есть если мы не попали правильно, то задаем сортированную колонку и обновляем данные в этом листбоксе в нашем. Дальше устанавливаем стрелочка, там есть такая интересная, но удобная, там просто чтобы понимать, по какой колонке у нас была фильтрация, упорядочение сделано, видите, да? Где она там? И дальше устанавливаем, если это она такая, то устанавливаем такую 0 или двоечку. Ну, собственно говоря, если по ней отфильтровано, то есть упорядочено именно по этой колонке, значит мы устанавливаем стрелку. Если не по ней, то снимаем стрелку. Давайте еще поговорим о листбоксе Select and Change It. Простая штука, она вызывается, тоже видите, коротенькая. Мы анализируем, что это тот листбокс, да, тот листбокс. Определяем, какая колоночка, то есть какая строка выделена. Если она вообще выделена, то какую-то вот, считываем ее. Считываем данные и забираем значение. И воспроизводим это значение на поле мультистрокового редактора, который у нас находится вот здесь. Вот он. Взяли и показали. Видите, да?
Теперь дальше поехали. Все, мы с событиями разобрались. Нам осталось все, что дальше мы делаем, все, что мы осталось разобраться, это с тем, как формируется диалог, вот, дойти дальше до конца. Вот мы создали листбокс, привязали его по событиям, клики, там все вот это вот, и листбокс фильтр хедера. Вот этой командой мы привязываем его к листбоксу. У листбоксу говорим, что мы используем листбокс фильтр хедер. И у листбокса задаем возможность, что мы используем pushable buttons. Вот. Все. Теперь создаем объект для мультистрокового редактирования. То есть, ну, это просто удобная такая штука. Она нам показывает все это как окно сообщения работает. Причем, почему я сделал именно так, а не каким-то там текстом просто вывел, потому что если мы его разблокируем, здесь мы его делаем disable, если мы не будем эту строку ставить, то можно будет из него, из этого элемента считывать данные, то есть выделять нужный фрагмент, копировать в память и с ним работать. Это очень удобно. Дальше. Сплиттер. Сплиттер тоже очень удобная штука. Он имеет свою привязку при изменении, свое поведение при изменении панели, на которой он находится. Это вот этим делается. А так мы подключаем его двумя вот этими командами, подключаем к верхнему, к листбоксу, а нижней части подключаем к вот этой вот панели Multiline Edit. И все, и он становится между ними. Вот видите, вот верхний он будет, на верхний он будет влиять только на нижнюю привязку нижнего положения, нижний срез. А у нижнего элемента Multiline он будет оставлять, он будет влиять на верхнюю позицию, а на X и Y вообще не будет влиять. На верхнюю он будет влиять так, что будет смещаться привязка в верхней точке сразу вместе с ним, если сплиттер перемещается, а нижняя будет уменьшаться, что мы с вами и видим, вот здесь наблюдаем. То есть у нас этот элемент не уезжает туда, а получается это верхнее положение съезжает, а это изменяется на то же количество, количество точек, на которые изменилось это положение, только в обратную сторону. Поэтому, если движемся сюда, это уменьшается, а это, то есть ширина уменьшается. А если вверх, она ширина увеличивается. И вот, собственно, вот этой одной командой мы решаем очень много. Сразу снимаем все проблемы двумя записями. Это так очень удобно организовывать сплиттер. Вот. Теперь вот эта позиция. Это у нас поиск. И, собственно, и все. Вот эта позиция, вот эта запись, вот эти несколько элементов порождают нам с вами всю вот эту вот большую конструкцию по поиску. Включая вот эту лупу, включая строку редактирования, включая вот эти вот перемещения. И поведение точно так же она включает с собой. Теперь мы берем как происходит вызов биммастера. Биммастер мы вызываем кнопкой. Кнопка у нас икон бутон. Располагается на Tab Page 1. Event Reaction то же самое. Клик на кнопки. Set икон.
Здесь очень удобная штука. Мы вот этой конструкцией считываем, где находится это путь на диске, где мы сейчас работаем. Соответственно, причем вот эта конструкция, обратите внимание, она есть в описании. Здесь то, где находятся CPP файлы. Так, CPP не просто так. Там, где находится запускаемый файл, это вот текущий файл. Причем текущий файл, куда мы запишем этот наш сгенерированный код, где будет выполняться процедура, в данный момент вот эта вот функция, файл CPP, и в нем рядышком с ним будет подкаталог, называется files. Вот адрес этого подкаталога files будет передан в icon path нам для работы. И мы добавляем еще, помните, да, здесь двойной слэш, потому что в C, если мы в строке пишем, один съестся. И вот это вообще человек в каске, это у нас BIMmaster. Это иконочка, которая будет показана у нас в нашем на панели. В этой самой в кнопке. Так. Дальше пошла кнопка Select All. Вот эта вот кнопка. Вот видите, где-то показывает Tooltip, а это не показывает. Это ровно потому, что я просто не задал ее. Но она не нужна сразу. Вот. Вот Tooltip, видите? Нам ничего не составляет ее растиражировать, если где-то надо потребуется, где-то нет. Здесь прогресс-бар задаем. И кнопка «Что делать?» Кнопка Button Do. Вот она, кнопка Button Do. Она называется у нас, мы ее назвали Load. Дальше в Normal Tab мы выбираем первую страницу. Их у нас 3. На всякий случай мы загнали и показали, как нам это дело потом, если потребуется, использовать. И в конце концов мы запускаем этот диалог. Собственно, все. Дальше программа работает сама. Что с этим делать? Теперь, когда мы сгенерировали такую программу, то мы можем, как минимум, сделать себе первое, где поиграть. Это мы вот в этой кнопке что-то сделать по-другому, загрузку элементов, а рядышком приделать еще одну кнопку на панели вот здесь. Привязать еще какое-то количество кнопок с тем, чтобы использовать или работать с ними. Ну, то есть тут уже творчество пошло дальше. То есть у нас есть база. Можем там элементы изменять, можем удалять, добавлять, но считать, там все что угодно. Факт остается фактом, что такое построение нам сгенерированный кусок программы дает базу для того, чтобы мы сразу стартанули не с пустого места, а пустой шаблон, и не надо нам брать другой шаблон, готовую программу, из нее что-то вычищать, потому что вычищение это тоже очистка старого кода, это тоже работа, и работа очень даже немалая. На этом я заканчиваю. Спасибо большое, кто досмотрел. Удачи, всего доброго.